Друзья, приветствую вас на канале Русторис, где я читаю для вас короткие рассказы на русском языке. Не забывайте, что в субтитрах YouTube можно выбрать перевод текста на английский, немецкий, испанский, португальский и польский языки. Итак, начнем. Сегодняшний рассказ про Андреаса Гурски. Итак, поехали. Андреас Гурски – один из самых знаменитых и самых дорогостоящих фотографов современности. Он известен своими крупными панорамными фотографиями, которые порой достигают размера более 4 метров в длину. Немецкий фотограф родился 15 января 1955 года в Лейпциге. Его отец был рекламным фотографом, так что, можно сказать, Андреас с самого детства жил среди фотокамер, пленок, проявителей, осветителей и так далее. Именно отец и стал его первым учителем, который научил его всем основам и секретам мастерства. Кроме того, Гурски получил образование в Государственной академии искусств в Дюссельдорфе. Андреас Гурски начал свою карьеру в фотографии в конце 1970-х годов, а в начале 1990-х годов стал известным во всем мире благодаря своим работам «99 центов» и «Рейн-2». Гурски известен своими уникальными техниками фотографирования, которые позволяют ему создавать изображения с невероятной детализацией и ощущением глубины. Он часто использует компьютерную обработку для усиления впечатления от своих работ. У фотографа есть особое чутье и видение. Он находит совершенно немыслимые пейзажи и сюжеты, которые в панорамном виде выглядят по-настоящему впечатляюще. Искусство фотографии принесло ему не только славу, но и хорошие деньги. Некоторые из его работ в разное время считались одними из самых дорогих в мире и били все рекорды по стоимости. Так, например, фотографии 99 центов в 2007 году были проданы за 3 миллиона 340 тысяч 456 долларов, а фотография Рейн-2 была продана в 2011 году на аукционе Кристис за 4,4 миллиона долларов и является одной из самых дорогих фотографий в истории искусства. Об этих фотографиях и пойдет речь ниже. Фотографии 99 центов представляют собой снимки продуктового отдела, на которых сосредоточены не только сами продукты, но и их упаковки, ценники и прочие детали. Каждая фотография показывает огромное количество информации. Вся эта информация может быть слишком сложной для восприятия на первый взгляд, но она дает возможность понять, как массовая культура и потребительские желания
формируют нашу реальность. Это не обычный супермаркет. Это мир изобилия, доведенный до экстрима и возведенный во множественную степень. Полки перенасыщены горами типового дешевого товара, из которого уже невозможно ничего выбрать. Это как бесконечная карусель в страшном сне. Все обесценивалось. Товаров полно, они все одинаковые, и цена им 99 центов. Гурский печатает свои работы на листах очень большого размера. Они состоят из большого количества отдельных кадров, аккуратно собранных в графическом редакторе. Это дает огромную детализацию, к которой человеческий глаз просто не готов. Рейн-2 – это фотография, сделанная Гурски в 1999 году. Она изображает пейзаж Рейна в Германии. На фото видны промышленные объекты и узоры реки. Размеры работы впечатляют. Она имеет более 4 метров в ширину. Гурский сделал ее необычайно детализированной, используя цифровую обработку. Он смонтировал множество фотографий, снятых из разных точек, чтобы создать единую панораму, которая выглядит почти нереальной. Рейн-2 не только имеет внушительный размер, но и несет в себе глубокий смысл. Фотография воспроизводит традиционный пейзаж, но с учетом современных технологий и изменений, которые претерпела природа в результате деятельности человека. Гурский не старался красиво изобразить природу. Он постарался показать ее в новом свете, как одновременно красивую, но уже измененную человеком. Друзья, по-моему, действительно очень впечатляющие фотографии. А у меня на сегодня все. Спасибо, что учите русский язык с каналом Русториас. Оставайтесь с нами. Огромной вам удачи и пока!